Итак, друзья, у нас новая резина, посмотрите, как смотрится. А как она едет, вы даже себе представить не можете. В общем, знаете, ай-яй-яй, едет она просто супер. Я даже, знаете, вот влюбился в Мерседес заново. После 120 даже вообще, ну, чуточку биения в руль есть. Это, наверное, то, что у меня опять трапецию разбило. В общем, задумался о тормозах. Были куплены тормозные трубки задние. Вот, посмотрите, значит, сзади. Блядь, забыл тройник, сука. Хорошо, что я не уехал, блядь, забыл тройник. В общем, были куплены трубки. Одна из них свободная, видите, подсоединитель. Соединитель нужен для того, чтобы отрезанную, не менять всю магистраль, а отрезанную трубку соединить вот таким вот фитингом. Тройник еще надо, потому что он сгнил, пиздец. Все, лечу в гараж. Машинка на новом антифризе. Все отлично, видите, не греется ничего. Все аварийные вентиляторы работают. Руль ровно, машинку никуда не тянет. Развал сделан. Машинка едет очень хорошо. Но единственное, она не тормозит. Вот, нету ни АБС, передние тормоза очень сильно греются, задних вообще нет. Там уже диски даже заржавели. Техосмотр на них не пройдешь, нужно снимать, делать плюсстояночный тормоз и, значит, делать тормоза задние. Притом суппорта все полностью подклинены, суппорта ржавые, нужно нормальный компрессор для того, чтобы выдавить эти тормоза. В общем, едет тачка даже летом, несмотря на горячую погоду, 32 за бортом, как вы видите, отлично, просто шикарно. Все сзади, блять, остаются, ну, как ни странно, это моя манера вождения. Могу себе позволить, у меня же компрессор. Знаете, я просто подумал, вот после того, когда тачка так хорошо едет, появляется желание, знаете, в нее вкладывать. Ты уже понимаешь, что если ты ее начнешь переваривать, она хотя бы просто будет ехать отлично. И просто, ну, вот ты будешь кайфовать, как от настоящего Мерседеса. Знаете, я уже настолько привык к этим вибрациям, что когда я поменял муфту кардана, когда я поменял колеса, и эти вибрации на руль убрались, я, знаете, даже не поверил, то, что я еду на самом деле на Мерседесе. Ведь раньше я думал, что вибрации в Мерседесе, это так и должен ехать Мерседес. Ведь раньше я думал, когда моя машина грелась, ведь так и должен ехать старый Мерседес. Но нет, Мерседес может ездить по-иному. Знаете, это очень интересная ситуация, когда ты можешь взять и омолодить свою машину. Можно, знаете, извините, конечно, за такое сравнение, как сделать пластическую операцию ему, можно заменить и продлить ему жизнь. К сожалению, пока таких технологий нету у человечества, но надеюсь, я доживу до тех времен, когда они появятся. Вот, тачка едет и чувствует себя просто шикарно. Не работает датчик топлива, я уже вчера пострадал из-за этого, я стал посередине дороги, и периодически загорается лампа о нехватке уровня масла, но, как я почитал, это в принципе нормальная ситуация, потому что засран датчик уровня масла. Ну, его можно переставить с старого двигателя. Вот, перед нами едет какое-то корыто, дымлящее, пердящее, ну, а мы едем и не расходуем ни капельки лишнего масла. И расход стал более приемлемый. Но единственный расход, который у меня сейчас есть, это тормозной жидкости. Потому что при каждом торможении она выливается просто, наверное, стакан. Понимаете? Поэтому сейчас мы будем делать самую неинтересную работу, самую паскудную. Это обслуживание старых тормозных трубок, которые никогда в жизни никто не менял. И где все настолько закорело, просто пиздец. Вы сейчас это все увидите. Короче, значит, один суппорт мы открутили. Вот, видите? 1 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 супп
Второй суппорт мы не можем открутить. Я его пробовал уже открутить с собаками, чем угодно. Но он не откручивается, поэтому нам нужно греть. Греть это всегда весело, ребят. Это всегда очень весело. Потому что ты не знаешь, что у тебя загорится. Машина, либо ты сам. Да, детка! Да! Папочка знает, как правильно делать. Видите, главное хорошо прогреть. Да, деточка. Когда в жизни его не открутите, вот этот заржавевший кусок, ты можешь сюда подойти. Видите, вот это вот заржавевший кусок, вы его никогда в жизни не открутите. Его надо вот так вот отпилить. Получается, видите? И теперь трещоткой он очень хорошо откручивается. Поддерживаете вот этот шланг для того, чтобы этот ус не сломать. Он прекрасно откручивается вообще. Так что супер. И потом уже новые трубки уже. А вот я потом вам тройник покажу, который идет там. Он настолько заржавел, чуваки, его даже можете не пытаться. Просто забудьте, сразу купите новый. Посмотрите. Вот этот тройник, вы только гляньте, как он выглядит. Его лучше пытаться открутить, это просто бессмысленно. Вы гляньте. Это просто пиздец. Вот как вообще можно вот на таком ездить, блядь, и не разбиться? Ну и этот тройник открутить, блядь. Как можно? Там настолько неудобно, чуваки, подобраться. Это просто пиздец. Это просто пиздец, нахуй. Вот, смотрите. Я просто, Мерседес. Безопасность превыше всего. Значит, ну что, уже как бы вы мои вот эти... Вот это называется трубки. Вот это. Нажимаешь, они хрустят. Значит, вот новые трубки. Так как я всю трассу не решился перекладывать ее, потому что она идет... Одно дело, что она идет по подрамникам, другое дело, она под бензобаком идет, блядь. Я не знаю, как я никогда это не делал, короче. Значит, одна с двумя папами. Видите? С двумя папами завальцована под Мерседес, потому что японская завальцовка, она другая. Вторая, видите, одна часть не завальцована. Сюда вставляется такой переходник. Вообще обычно это считается временным креплением, но кто-то говорит, что они текут, кто-то говорит, что они не текут, но нет ничего более постоянного, чем временное, вы же это понимаете. Поэтому сюда вставляется новое, а сюда вставляется тот кусок несчастный старый. Это все закручивается, оно там внутри завальцовывается, и соответственно получается более-менее хорошее соединение. Вот, также еще вот мы, так как это... Как вы понимаете, раньше был тройник, то сейчас тройник у нас будет вот такой вот. Я думаю, как вы считаете, напишите в комментариях, какой из них более симпатичный. Я думаю, что вот этот чернокожий, чтобы не было расовой какой-то дискриминации, мне он нравится больше. Но пришло время белых. 11 часов, нас сейчас дед уже выгоняет, этот ебанутый с собаками. Значит, что мы сегодня успели сделать? Конечно, я, честно говоря, себя переценил. Но смотрите, новая тормозная трубка идет сюда. Сцепление прокачано раком боком. Я вам объясню. Скобы не давали новым шлангам встать. Тут такие скобы. Я их поломал и сделал на стяжках, чтобы шланги. Вообще, ситуация, я вам сейчас покажу, какая произошла. Ну, конечно, я прокачал просто потому что, чтобы хотя бы пошла тормозная жидкость, потому что надо просто уже ехать. Дед сейчас, блядь, придет нахуй, ебанутый. Смотрите. Значит, вот как идут тормозные шланги. Не так, как они должны идти. Очень по-колхозному. Значит, вот вы видите, тут у нас поселился тройник. Почему он тут поселился? Он должен вообще селиться вот тут.
он поселился вот тут. Потому что у меня трубка, она сгнила вот там. И когда я начал ее отрезать, у меня она обломалась под баком. Понимаете, бак снимать — это то еще чудище. Поэтому мне пришлось, да, колхозно. Да, небезопасно. Но я более-менее как-то рассчитал, что все трубки, они сошлись все-таки в одну живую трубку. Через соединитель, нигде ничего не течет. Все везде четко. Пошла тормозуха, значит, цилиндр работает. Все. Тормоза будут работать. Завтрашняя задача, это мы уже не будем снимать. Это все хорошо заизолируем. Все на стяжечках. И обязательно, значит, прокачаем тормоза так, как надо. Конечно, дяде Бою придется еще один раз ездить, но я ему что-нибудь подарю. Как-нибудь с ними разберусь. Вот. А те люди, которые будут принимать у меня техосмотры, которые посмотрят на вот это все, они, наверное, подумают, что-то какая-то машина сложная, много трубочек всяких, непонятно, что куда идет. Зато тормоза начнут работать. Я считаю, что вот это самое главное, ребята. Так что вот так вот все скоком. Почему? Я мог просто попасть на еще много проблем. Когда у меня вот эта трубка сломалась под бензобаком, мне ничего не оставалось. Как все остальные, я брал запасом. Хорошо, что я взял запасом, а на тютельку в тютельку подошло. Чтобы это все как-то под рамники проложить по-своему, чтобы она хотя бы как-то поехала. Так что, ребята, сейчас собираем наши новые колеса. Дядя Бой, помахай. Ссылочка на его рожу тоже будет в описании. Вот, это он вам привет говорит. Ну и все, а мы собираемся. Такие грязные, как всегда в мазуте. Специально для вас. Так, ну что, ребята, мы все задаемся вопросом, как же все-таки Mercedes едет после ремонта. И сейчас дядя Бой сел в него для того, чтобы сказать именно свое мнение. Потому что мой пиздеж вы очень-очень много раз слушаете. Но надо именно знать мнение человека, который тоже ездит на корыце. Так, ну что, дядя Бой на опасной горной дороге сейчас расскажет все-таки нам, как он чувствует, как едет машина. Блин, все-таки она мягче, чем моя. Нет, ты проедься сначала и потом тогда скажешь, мягче она или нет. По динамике смотри. Слушай, моя так не едет. Но у меня и компрессора нет. Но если помнишь, последний раз, когда мы с тобой гонялись, ты меня въебал. Да. Но... Сейчас прям, когда нажимаешь тапку в пол, она просто уходит. Реально. Да ладно. Моя так не едет. Да ладно, братуха. Не, ну потому что люди скажут сразу пиздеж, блядь, на камеру. Как обычно, блогерский пиздеж. Жесть. И она... Слушай, ты говоришь, что какие-то вибрации есть, их нет? Либо братуха, у меня рычаг сломан, нахуй, блядь. Она реально едет лучше, чем моя. Да не. Я тебе говорю. Ну как? Как так? При том, что 10 тысяч километров назад у меня была перебрана подвеска и все было в идеале. Но все равно эта машина едет лучше, чем моя. Я не знаю почему. Смотри, сейчас вторая передача. Ебать. Ебать. Компрессор дает. Ну, в общем, технологии из 90-х, они решают, да? Не, она хорошо едет. Я не знаю, правда, как она ехала до того, как ты поменял двигатель. Потому что я за рулем не сидел. Но сейчас, ну, чувствуется, что тут не 100 сил, не 150. А 193 коровы. Да, греческие, да, блядь. Да. Ну, прям... Ну, ты даже на третьей передаче от меня на поворотах уходишь. То есть это говорит о том, что машина реально едет. Ну, может, я просто трассу знаю? Не, я тебе говорю. Машина реально едет.
но ты помнишь, как мы прокачивали с тобой тормоза? Их нету, их не должно быть, блядь. Тут, понимаешь? Не тормоза. Машина тормозит на божьем слове, блядь, как боженька просто. Нормально она тормозит. Ну давай попробуй, короче, по горной дороге аккуратненько проедемся. Нам еще обзор дальше снимать, блядь. Вот, но разложить машину не обязательно. Не обязательно сейчас. Нельзя. Да. Сейчас начинается долина сломанных деревьев, вот, и разбитых машин. Сейчас ты едешь как раз таки из 90-х, сначала 2000-х Audi A6, значит, тоже злая, пиздец. Ты едешь по очень опасной дороге. Audi славится, конечно, своей поворотливостью там какой-то, да? Чувствуется плавность. Я не знаю, это походу из-за нового сцепления. Опять же, моя машина так не трогается и так не переключается. Очень плавно. И такое чувство, что ну вот у тебя элеганс, у меня классик, тут подвеска реально мягче. Вот я прям, она реально очень мягкая. Подвеска делалась, ну, 4 года, можно уже сказать, назад. И при этом, ну, никаких как бы, меня не ведет ни туда, ни сюда, жопу не кидает. Ну, потому Ничего что ты нигде не перестегнут, ты трепещет. держишься за руль. Если бы ты знал, как тут на заднем сидении испытывается вестибулярный аппарат, то, конечно, блядь. Слушай, что ты хочешь, машине больше 20 лет, и она в усмерть в дырках, гнилая. Ну, и она так едет. Бля, я думаю, что по технологиям 95-го года эта машина и этот Мерседес, это было просто, ну, блядь, божество, на самом деле, уровень. Тем более, что она никогда не будет управляться так же, как с завода, ты же это Мы понимаешь. с тобой не знаем, как она управлялась с завода. Но ты уже догнал сейчас- ту негниющую Audi. Я тут просто охуеваю на заднем сиденье, ребят, блядь! Сука! А тормоза нормально работают. Бля, так они пару раз поработают, а потом мне скажут до свидания, бля. Это братуха. мало будет вторая фара. Потом, да, потом надо будет страховой звонить. О, бля, дядя Бой, ты педалируешь вообще как Шумахер. На самом-то деле сзади тут просто стабилизатор, как бы он стабилизирует все. Но если бы вы знали, как я тут, бля, с одной стороны в сторону просто, блядь, летаю, то это просто пиздец. Дядя Бой. О, вот этот подрыв, бля. О, ёбаный рот. У меня такого нет. Вот подрыв. Она сначала такая набирает, потом компрессор походу включается, да? Ну, убитый компрессор с лопастями, с убитыми Ну вот, подшипниками. вот этот рывок, он включается, и машина пошла ехать. Бля, ты приколи, как АМГ едет, блядь. На самом деле, вот как бы я не ездил на более мощных машинах, ну, и, то есть не зажрался еще мощностью. Ага, И у меня сейчас такое чувство, что вот этого вполне достаточно. ага. Для обгона, для езды в городе 190 сил вообще за глаза. Отлично. Ну, давай скажем 170, наверное. Но мы еще Ну, проверим пускай. динамические качества, да? Пускай 170, но она, блин, прям... Audi не может уехать. Ну, Audi, там передний привод, ты тоже не забывай. То есть передний привод, как ты понимаешь, ну, как бы для колхозников. О, дядя, поливаешь, шамаешь коробку в спорт, бля. А, красиво, бля. Тут стабилизатор охуевает, конечно. Ребята, ну, если дядя Бой говорит, что машина едет, для меня это самый лучший комплимент и для нас с вами всех, потому что мы ее с вами так собирали, так старались, так пытались. 202 Мерседес может удивлять поколение молодое, то как бы удивил 203, 204, 205 Мерседес, как бы удивил АМГ, и я бы с удовольствием погонял бы на какой-нибудь CLS. Ну, надо зарабатывать денежки, ребята. Но я надеюсь, что мы все-таки это сможем с вами сделать. Не зря же все-таки мой канал считается приверженцем, настоящим любителем Мерседеса. Называется, Ну, да. это рулевой редуктор, он никогда не Нет, будет... не рулевой редуктор, у тебя стеллок стоит, как это Ну, у меня называется? стеллок стоит разбитый, и рычаг один... Направо. Да. И рычаг один вырвало сегодня, и поэтому надо менять обязательно. Ну, как бы да. Ну, видишь, да? Машина едет прямо. Да, машина едет прямо. Ну, какая разница, если она умеет делать так, да? Да. Надеюсь, что она продолжит делать так хотя бы еще год. Просто.
Ну, короче, эта трасса, мы не будем, конечно, ее раскрывать, но раскроем только. Пишите в комментариях, кто из Минска, кому интересно. Вот, потому что трасса реально опасная. Да, и тут проверяются все машины. Вот когда тут ездила 36-я BMW, молекулы, тебе привет, из Заславский пацан, вот тут недалеко живет, то я думал, что она будет лучше управляться, чем Mercedes. Но нихуя. 90-е есть 90-е. То есть машина управляется, блядь, из 90-х одинаково. Вот. Задний привод есть задний привод, блядь. Многорычажная подвеска, она, играет, блядь, потому что она доруливает сзади, если она работает, понимаете? Нет, ребята, смысла покупать машину вот такую Mercedes старый, блядь, за $1000, вы все равно не получите кайфа того от этого Mercedes. Надо, чтобы он полностью был исправен технически, понимаете, или BMW покупать, да, она должна быть полностью исправна, потому что смысл BMW в подвеске, да, в рулежке, смысл Mercedes в комфорте, да, и в рулежке, и в динамике, это все должно быть работать, а восстановить старую машину, блядь, до нормального состояния, это будет, блядь, аналогично новой, понимаете, поэтому, сука! Дядя Бой, пизда, просто там чувак обосрался, блядь. Сука, какой ты демон, блядь. Как ты любишь мою тачку. Ну ты охуел сам, да? Его можно было сейчас собрать, это же. Блядь, я уже просто, у меня уже, понимаешь, вся жизнь пронеслась перед глазами. Весь мой месяц торчания в гараже, вот он как 1 секунда такая, блядь, мы чуть не собрали дерево, блядь. Ну, вообще, давай последнее твое. О, Дубай, блядь. А нет, Дубки вон. Дубки, мне показалось, Дубай написано, блядь. Ну, давай, дядя Бой, скажи подписчикам моим твое мнение вот по поводу этой машины. Удалось ли мне ее сделать достойно? Опять же, опираясь на то, что я не знаю, как она ехала с завода, я не знаю, как она ехала до ремонта, это победа. Это успех, это победа, она сейчас едет достойно, очень хорошо. Мягко, плавно, двигатель не троит, не пердит, то есть... Свечи не вылетают в цилиндр, да? Вообще. Просто обычная машина, за которую ты сел, поехал, еще можешь тапку в пол нажать, и она, поедет реально. То есть нигде там на трассе, на обгоне ты нажал, и все, она пошла. То есть вероятность съебать BMW существует, да? Да. Момент, эта машина едет лучше, чем твоя или нет? По ощущениям, да. Почему-то по ощущениям, да. Хотя моя машина переварена, моя машина зашумлена, это тоже как-то должно сказываться. Да и в принципе в подвеске, опять же, 10 тысяч километров назад было все идеально, все шикарно. Дядя Бой, я же тебе говорил, надо было линолеумом шумиться. Да, она... Либо потому, что это новая резина, но опять же, мне кажется, что машина едет гораздо мягче, гораздо плавнее ускоряется и переключает коробку гораздо плавнее, то есть за счет нового сцепления. Подай-ка мне телефон. Сейчас мы в режиме онлайн едет дядя Бой, и мы смотрим на состояние двигателя, клином он пошел или еще пока что живет, блядь. Значит, смотрите, 2 пидорка каких-то шли, зажигание в норме, машина не троит, как дядя Бой сказал. Детонации нету. Значит, температура на впуске, блять, даже непонятно. Вот, смотрите, 35 градусов температура на впуске, температура двигателя 87 градусов. Вот, в принципе, все отлично. Все, дядя Бой, блядь, вообще круто. Короче, она 160 кг, 180 ДМРВ. Можно поставить сюда более производители ДМРВ, форсунки, регулятор топлива, заменить шкивы, компрессоры. Эта тачка поедет на 2 секунды быстрее. Такие уже есть киты, так сказать. И вот это мы будем также делать, такой тюнинг мы также будем производить. И посмотрим, как машина поедет после этого. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылки в описании, да? Я думаю, что если тебе немножко другие очки изменить, то ты мог бы составить конкуренцию одному известному товарищу, да, на ютубе. А мне что нужно сделать? Я, ребята, отжимаюсь 1500 раз за 2 часа и читаю 4 книги в день. Бля, пиздец, короче, тормоза нагрелись так сильно, потому что
Потому что мы чуть не въебались в дерево. Во-первых, потому что дядя Бой педалировал, а во-вторых, для того, чтобы поставить эти прекрасные противотуманки, мне пришлось охлаждение тормозов, блядь, полностью выпилить из этой машины. Конечно, она не была подготовлена для таких педалирований, блядь, но дядя Бой, ты был сегодня реально на острие ножа, так сказать, да. Все, ребят, мы сейчас снимаем, в общем, наше конечное видео, которое я вам обещал показать. И мы еще только на середине пути, и скоро вы увидите, и вы обалдеете. Все, пока.